Продолжаем с вами обсуждение плоской кровли и самой концепции наличия на здании плоской кровли. Я просто расскажу свое ощущение и свой опыт по эксплуатации данных кровель. Дело в том, что на детских садиках практически везде плоские кровли, потому что сход снега и была техническая документация с одной части России, и она перекинулась на все части России, то есть где более теплый диапазон, не такое количество снега, но этот шаблон детских садиков со старых СССРских времен, он перешел по всей России. Так вот, конкретно наблюдал, когда в минус 25 поднимаешься на здание, 2-3 этажа, и за счет того, что снизу у вас получается тепловой диапазон плюс 25, а сверху у вас получается минус 25, на плоской кровле происходит то же самое. То есть инфракрасное тепло, помимо конвекции, у вас прогревает толщу утеплителя, бетонной плиты, начинает прогревать снег, снег тает и появляется просто вода. А так как у вас плоская кровля, на бетонных зданиях до ливневки все это не доходит, и вода просто начинает образовываться там в геометрической прогрессии. И швы не выдерживают мягкой наплавляемой кровли, и это все начинает бежать. Это первый аспект. Второй аспект. Если мы рассмотрим с вами частное домостроение, в чем недостаток к данному подходу? Он просто ущербный. И ущербный он по следующим причинам, потому что плоская кровля вам не позволяет обслуживать здание. Обслуживать в каком плане? Вы не видите, что происходит с балками перекрытия, вы не видите, что происходит у вас с телом утеплителя, вы не видите наличие грызунов, либо птиц, которые начинают, например, селиться у вас в подкровельном пространстве, либо другие какие-то деформации. Плюс данная кровля должна иметь градус по металлочерепице не меньше 11 градусов, это уклон, что позволяет оптимально быстро скатываться снегу, дождю, и чтобы, когда у вас волна есть, таким образом, чтобы замки позволяли герметично держать нагрузку по отношению к воде, там, к мокрому снегу, поэтому вам нужно делать всегда более крутой спуск по отношению к горизонту, не меньше 11 градусов. Вот. Дальше аспект какой? Стойки, если рассматривать каркас, стойки, которые у вас засыпаны тоже утеплителем, либо другим материалом, вы не сможете обслуживать, если у вас засыпной утеплитель, вы не сможете подсыпать. А подсыпать придется подсыпать, либо усадка древесины будет точно так же происходить по стойкам материала, будет происходить компенсация, если более-менее текучий там вермикулит или вермикулит с опилкой материал, то вам нужно компенсировать образование пустот, чтобы не было теплопробоев. То, что мы с вами говорили по «Строим дом на века». Там очень подробно это все разжевано. Ссылку прикрепим в описании на этот плейлист. Так, эксплуатация и возможность наблюдать вообще за жизнью вашего дома, для чего она требуется? Потому что дом эксплуатируется не 1 год, не 2 года, а он эксплуатируется в интервале 50 лет и выше. Поэтому наличие доступа к подкровельному пространству, оно по большому счету обязательно. Потому что вы имеете доступ ко всем инженерным коммуникациям. Во-вторых, вы можете в подкровельном пространстве, если это двускатная крыша стандартная, проложить все электрические необходимые разводки, спустить там для люстр. В гофры полностью пластиковые, железные, засыпаются полностью все вермикулитом. По балкам они спокойно на клеймерах могут проходить. И в доме «Строим дом на века» просто все засыпано вермикулитом, он не горит. До 1300 градусов держит температуру. Таким образом, более оптимально использовать классический подход. Это отсутствие проблемы с утилизацией горячего воздуха. Проблема утилизации горячего воздуха, она стоит на технологиях мансарды. Если у вас мансардная часть, то та же самая проблема возникает у вас с утилизацией воздуха. И об этом более подробно мы поговорим в следующем видео, потому что перерисуем рисунок и покажем это более наглядно. Пока.